познакомилась с вышивкой в детстве. Я вышивала крестом и гладью. Училась у сестер у своих двоюродных. Бабушка мне показывала какие-то швы. Мама моя вышивала крестиком и гладью. Бабушка по отцовской линии научила меня шву рококо. Этот шов, он, конечно, я его больше нигде не встречала. Сохранились ее воспоминания, что в войну в Майкопе в период оккупации вот она вместе с мамой они вышивали сорочки и за такую вышитую сорочку могли выручить ведро картошки. Вышивка, кажется, что это не так уж важно. На самом деле мы видим, что вышитые изделия в старину, они хранили и образы, еще даже дохристианские системы образов, да, то есть это такая летопись бесценная, которая может служить историческим, этнографическим источником для восстановления даже системы образов, которые существовали до христианства. Например, есть очень архаичные образы, которые даже пугают своими очертаниями, потому что мы никак не можем понять, что изображено. Есть, например, вот в моем музее вышивки полотенце из Вятской губернии, сейчас это называется Кировская область. Полотенце, образ которого никак не истолковать. Чем человек занят в период досуга, это очень важно. А в старину как раз девушка должна была вышивать. То есть она не занималась празднословием или какими-то никчемными занятиями, она именно погружалась глубоко в художественный мир, красивый, который давал ей ощущение счастья здесь и сейчас. Потому что счетные виды швов, например, они не требуют абсолютно никаких талантов человека, скажем прямо. То есть достаточно просто скопировать вещь, отсчитать 3 нитки, стежок, еще 6 ниток отсчитала, еще стежок. А в результате получается вещь потрясающей красоты. На самом деле такая трудотерапия, она бесценна, потому что нашим предкам, в принципе, они не испытывали нужды ни в психологах, ни в психотерапевтах, ни в медитациях, потому что все это выполняла вышивка. Каждый человек проходит период, когда он ищет какое-то пристанище души, чем ему заниматься, где искать вдохновение. Был у меня период, который связан, например, с модельным бизнесом, да, то есть я 10 лет работала моделью, манекенщицей, и довелось мне побывать в разных странах, и когда смотришь в масштабе, видишь, что у нас в нашей стране правят бал совершенно не наши исконные традиции, потому что если в Японии японка идет в храм в своем наряде, с полным достоинством, с любовью к своей одежде, то у нас такое редко встретишь. А раньше вообще не было никаких средств массовой информации, и все было свое родное. И песни, и хороводы, и одежда. И, конечно, человеку было намного приятнее жить, потому что он знал, что это все доброе, очень все добрая одежда. Узорчики все действительно хранят его лучше всего. Получается, что человек становился патриотом очень просто и легко. Он понимал, что жизнь прекрасна, и можно создавать красоту и быть счастливым здесь и сейчас. И не надо ехать за этой красотой и за этими художественными впечатлениями куда-то еще. И, конечно, когда мы видим, что это исчезло из повседневной жизни, умышленно или естественно этот был процесс. В других-то странах живы эти ремесла. И там и с демографией все в порядке, и носят свою родную одежду, любят, я говорю об Индии. Нам есть чему у них поучиться.